Ребят, всем здравствуйте! Хочу буквально чуть-чуть сделать такое небольшое отступление для тех, кто хотел бы приобрести препараты, не знаю, там пинцеты, скальпели, что-то еще для ухода за орхидеями. Вам я прям советую это сделать сейчас, потому что я столкнулась с такой проблемой. Ну, наверное, вы все понимаете, к чему идет именно та ситуация, которая у нас сейчас происходит не только в России, а в мире. Буквально на днях я решила заказать на сайте, там, где я заказываю Аберон, Привикур, там, Радифарм, какие-то еще различные препараты и ожидала 5 дней ответа. Сайт молчит, сайт мне ничего не отвечает. Обычно они заранее звонят, подтверждают, а здесь тишина. Тогда я сама начала им названивать, им написывать, на что они только лишь сегодня ответили и сказали, что все продажи они приостановили. Но, с одной стороны, оно понятно, к чему это приведет. Поэтому я хочу вам сказать о том, что пока цены еще не поднялись, но это вот-вот это уже будет. Даже я сегодня решила тоже заказать пинцет. Он буквально на 50 рублей просто так стал дороже. Поэтому не тяните и приобретайте. Пока еще не совсем дорого, пока цены не космические. И то же самое с орхидеями. Мы скоро, тоже пришла ко мне одна покупательница, я говорю, мы скоро орхидеи будем только то, что у нас есть, видеть на окнах. Цены нереальны, цены космические. Раньше, если нам продавала Голландия, то теперь все поперекрыто, все перезакрыто. И как дальше будет, это даже вообще страшно подумать. Ну ладно, давайте я вам расскажу насчет вот этих орхидей, которые в последний раз ко мне пришли и остались. Но опять же, кто-то по причине того, что заболел, как я все время говорю, в наследство. Какие-то орхидеи я себе оставляла специально. Одна орхидейка находится на реанимации. Там несколько орхидеек у меня зачищенные, то есть были гнили. А некоторые орхидеи чувствуют себя отлично. И даже уже спустя 2 недели они хотят цвести. На данный момент, ребят, вот я прям так вот, как бальзам на душу, хочу похвастать вам тем, что у меня нет тех орхидей, которые ко мне приходят, и они отправляются в Орхарай. Есть, конечно, такие ситуации, но это крайне и крайне редко. И хочу также подвести итоги, как мы пережили зиму. Все идеально, все нормально. Потому что в этом году я уже конкретно взялась за голову, потому что еще годом ранее я за ними вообще не ухаживала. Половина коллекции у меня отправилась в Орхарай. И нынче я довела условия до максимума, то есть сделала им освещение. Температурные условия идеальны благодаря пеноплексу, благодаря вот этим вот коробкам. И всего лишь 2 орхидеи, одна стояла вот здесь на реанимационном окне, а другая стояла на кухне, они погибли от фузариоза. Но я считаю, что 2 орхидеи за зиму это в принципе, ну не то чтобы нормально, но не хотелось бы. Но и это не 10 штук, это не 20 штук. Давайте я вам сейчас еще раз расскажу, как вам нужно ухаживать за орхидеями, чтобы они не погибли. И вот такое, казалось бы, огромное количество орхидей, которые у меня остались, но только лишь 2 из них это в наследство. Вот, ребят, эти 2 красотки. Такая орхидейка у меня есть уже, сорта ламбада. Я ее себе оставляла, нормальную, хорошую, здоровую. А у этой случилась именно гниль на шее. Мы с вами ее зачищали. В этом видео можете посмотреть. И ситуация, дай бог, на данный момент остается неизменная. Конечно, хороший результат – это наращивание листика. Но корневая система, она не портится, она не гноится. И все у нее хорошо. Так как я вижу и понимаю, что у нее грибковость. Гниль на шее – это, конечно же, грибковость. И она может свободно перейти на корни. И у этой орхидеи тоже сорта Дафна, вот так она будет цвести, тоже, видите, зачищала. И на данный момент нет ничего, никаких прорастаний, то есть дальше ничего не уходит, корневая система не портится. И
Если присутствует грибковость, обязательно, ребят, я в полив им даю привикур, который в наличии у меня есть. И тем самым я предотвращаю весь этот гнилостный процесс. Сейчас видно, что они политые. Буквально, знаете, полива 3 и будет достаточно. У них было всего лишь 2 полива. Вот еще один и все. Далее можно использовать, ну, какие-то биологические препараты. Я люблю это именно делать ровно до тех пор, пока не нарастет новая корневая. Либо же дать им можно в полив Радифарм как антистрессовый препарат. Если я на протяжении того времени, когда даю фунгициды, не вижу никаких гнилостных процессов, то можно фунгициды прекращать, а давать именно антистресс. И есть у меня на сегодняшний день одна из самых тяжелых. Это вот эта орхидея. Вы в данном видео можете про нее посмотреть. Как я ранее говорила, когда делала пересадку сюда, что корневая система, она, возможно, сгниет. Так оно и случилось. Полная корневая гниль. Корней нет здесь вообще. Но, ребят, даже на данный момент я ее отсюда дергать не хочу, потому что лишний раз создавать для орхидеи стресс. Я решила, что я ее поставлю вот так, бутылка в бутылку. Это 3-литровая. И я просто по стенкам горшка вот сюда водички подливаю и создаю ей влажность. Можно вообще даже полностью сюда воду налить, и пусть это интенсивное испарение происходит. Это лишь только для того, чтобы орхидеи же, они любят влажность, они любят воду. И когда повышенная влажность вокруг именно ствола, вот именно там, то выманиваются корешочки. Я буду за ней обязательно, конечно, наблюдать. И если будет рост новых корней, отсюда не достаю. Но если ситуация повернется ровно так, что вот эти вот листья, даже вот, ну вообще, если все вот эти листья, они очень сильно заморщинятся, конечно, я ее буду отсюда вытаскивать, и смысла вот так содержать ее не будет. И буду ее уже тогда пересаживать, ну то есть ставить кверх тормашками в бутылку, в воду для наращивания корневой системы. Вот вы не поверите, ребят, но ни одна орхидея, которая сидит у меня в бутылку кверх тормашками, у нее нет такого, что листья мягкие. Они все твердые. И когда твердый лист, то корни у орхидей наращиваются хорошо и нормально. Пока за ней наблюдаю. Но если будет прям повышенное увядание листьев, только потом принимаю эти решительные действия, а на данный момент я за ней наблюдаю. Орхидейку стараюсь опрыскивать, но так, чтобы водичка не попадала в точку роста. Даю обязательно именно воду также с привикуром, чтобы он лечил. И если даже какая-то грибковость есть, не дай бог, она уйдет на шею. И интересно, у меня такой тоже комментарий был. Лена, какая вы молодец, что вот, ну, помогаете нам ухаживать и лечить. Ну, вот лично я паникер. Ребята, знаете, вот я вам хочу сказать о том, что паника, выращивание орхидей, она очень сильно вредит. Я понимаю, но в основе, конечно, это делают новички. Я тоже была новичком. Каких ошибок я не совершала, но это все пришло с годами. То есть опыт именно в уходе в реанимации. Теперь я орхидеи понимаю. Теперь я их знаю прекрасно, как нужно лечить и в какой ситуации нужно вытаскивать, в какой не нужно. И именно паника. Это самая главная такая ошибка, когда вы ухаживаете. Я думаю, что благодаря моим видео вы сможете взять все терпение в кулак и учиться. Вот такая прекрасная, идеальная, здоровая орхидея. Она оставалась одна из последних, и никто ее не хотел забирать. Я думаю, что это моя. Вот ее никто не забирает, значит, она хочет быть со мной. Ну, вот ситуация такая, у нее все хорошо, у нее все нормально, шея здоровая, листья здоровые. И почему я решила оставить ее себе? Потому что у меня есть такая орхидея. Вот она. Ребят, буквально уже, наверное, в следующем видео мы будем ее пересаживать, потому что все. У нее сил никак нет, она не может справиться, она не может листья наращивать. И только теперь я буду вмешиваться в посадку и сейчас предпринимать какие-то решительные действия. И глядя вот на эту орхидею, ну, знаете, где-то, наверное, 50 на 50 выживет, не выживет. Конечно, благодаря моим знаниям, я думаю, что она очухается и будет у нее все хорошо. Ну а вдруг потеряю? Это же красавец, Big Lip.
Биглипов я вообще обожаю и думаю, ну даже если выкарабкаешься, даже если все у тебя будет хорошо, будет у меня просто 2 орхидеи. Может быть, когда-то и совершу групповую посадку, но опять же групповые посадки я не люблю. Ну и пусть просто даже рядышком стоят 2 прекрасные вот такие красотки одинакового сорта. Также этому биглипу я на данный момент в полив обязательно даю привикур тоже. У них у всех уже было 2 полива, сейчас у них будет 3-й, и также будет именно фунгицид. Потому что, видите, местами все равно что-то да есть, может быть, все хорошо, нормально, а вдруг что-то да разовьется. Как-никак орхидеи, они переживают стресс, ту же самую транспортировку, даже когда они попадают к нам в наши квартирные домашние условия. И все ребята, вот эти орхидеи, они находятся кто на адаптационном окне, кто на реанимационном, при хорошем освещении, при хорошем температурном режиме. И, ребят, покажу вам вот такую вот орхидею. Я себе ее заказывала специально. Она была у садовника как уцененная. Ну, не знаю, по каким причинам они ее уценили. У нее было именно что-то там на шее. Но на данный момент все хорошо, все нормально. Вот она даже у меня начала наращивать новый листик. У меня есть такая орхидея. Вот. Именно вот эта орхидея, как я сказала, было 2 потери за зиму. Но видите, как здесь 50/50 потерь. Это именно в том, что у нее случился фузариоз, и она теперь сидит у меня в бутылке и, дай бог, нормально наращивает корни. Водичка видно, что подпортилась, начинает желтеть, и поэтому я после записи видео ее обязательно заменю. И шанс того, что она выживет, ну, ребят, огромный. Вы сами прекрасно видите, что орхидейка прекрасно отозвалась на реанимацию, на такую. Здесь корни наращивает. И вот они, один сорт. Ну что ж, и не заказать себе ее тоже не могла, потому что это белоснежный, прекрасный красавец биглип. А вдруг вот с ней случится что-то не так, и я себе не прощу, что я себе не оставила, не купила такую орхидею. Будет 2, ничего страшного. И за ней я тоже ухаживаю, также обязательно в полив привикур. Вот даже вижу, что корешочек здесь есть активный. Желтеет лист. Маленечко желтоватый, не такого цвета, как другой. Может быть, ну не может быть, а возможно это по причине старости. Она его отсушивает, и он морщинится. Видите, вот местами есть, присутствуют морщинки, при том, что орхидея напоенная. У нее нет никакой корневой гнили. Значит, это нормальный и естественный процесс. И такая красотка сорта Брюгге, так ее назвали. Обычно, казалось бы, с одной стороны, обычная орхидейка. Я вот эту фотографию вам сюда вставлю, слезала с интернета ее. Могу и свою тоже показать, свою фотографию. С одной стороны, обычная такая какая-то розовая, но она очень красивая. Сегодня в Одноклассниках я наткнулась, тоже листая ленту, я смотрела, ну, видимо, у одной из своих друзей. Там есть тоже чисто розовая, ну, казалось бы, обычная орхидея. Ну, какая она, ребят, красивая. И вот тоже не оставить себе ее я не могла. Наращивать новый листик уже в моих условиях. И вот эта корневая система, с которой она пришла, с активной, она и так продолжает активничать. Я даже думала, что я ее пересажу. Да нет, не буду ее трогать, пусть еще маленечко хотя бы здесь адаптируется. Местами видно, что есть вот корешочек есть подпорченный, вот есть подпорченный. Ну да бог с ними. Такая ситуация тоже, что именно есть какие-то местами порченные корневые. Это, ребят, нормально. Это не массовая корневая гниль. Они могут также испортиться по причине своего старения. Главное, что вот эта корневая хорошая и никаких здесь гнилостных процессов нет. Также шея у нее чистая. Все нормально, идеально. Думаю, что мы с ней обязательно подружимся. И давайте поговорим о прекрасном. Вот эту орхидею я вообще себе заказывала. Она подобие Magic Art. Сорт у нее с чем-то схожий. И когда она ко мне пришла, она вот на вид была вообще такая убитая. А потому что у нее листья были такие пожухшие, они были очень мягкие. И я также, знаете, тоже, когда ее открыла, получила, была вообще в шоке. Не то, что в панике, а в шоке. Почему мне такого качества вообще продают орхидеи? Ну, буквально. Напоив орхидейку один раз, она воспряла духом. Вы видите, какая у нее
прекрасная ситуация, все у нее хорошо. Есть тоже корни местами испорчены, да, это ерунда. Главное, что вот эта корневая система, которая есть, которая напоилась, и за счет которых орхидейка воспряла духом, все у нее идеально. И самое главное, ребята, интересно, что я вам сейчас хочу показать. Вот. Это та самая прекрасная радость, которую мы всегда ожидаем. Орхидея хочет цвести. И вот так, с одной стороны, я на нее смотрю и думаю, какая же ты молодец. И какая же я молодец. Если бы это был новичок, и она попала бы именно в руки к новичку, ой, я не представляю, что бы было. Она бы уже давным-давно была реанимационная. Потому что, когда новички видят именно вот такое состояние у орхидей, начинают потрошить, начинают что-то с ними делать, и ковыряться, и копаться, и уводят орхидею именно в такое плачевное состояние. Даже вижу, что корень новый наращивается. А я ничего не делаю. Я ее просто пою, даю в полив привикур, и орхидейка решила меня вот таким способом отблагодарить. И единственную цветущую красоту, которую я себе оставила, это вот такую вот. Сорт у нее был назван как Нью-Йорк. Конечно, некоторые цветочки, они у нее отцветают. И, ребят, что самое тоже прекрасное, я вам хочу похвастать и показать. Посмотрите. Не успела она скинуть магазинное цветение, как она уже начинает свое домашнее. Еще хочу сделать именно акцент вот на что. Когда новички тоже приобретают орхидейки, и у них вот это магазинное цветение продолжает, ну, дальше бутоны наращивать, и они говорят, что это домашнее. Нет, ребят, это просто продолжение магазинного цветения. Домашнее – это вот, когда из новых, когда вот из этих почек нарастает что-то, либо когда от основания наращивается цветоносом, вот это вот домашнее. Давайте еще раз запечатлю вам эту красоту. Опять же, зная себя и зная такую тенденцию, которая присутствует у меня, этот сорт я изначально, когда увидела, я вообще заказала для себя. Ну, как вы видите, присутствует здесь местами Макси, а все лишь потому, что когда она стояла на продаже, у нее загнила шея. Вот ее-то мне и нужно было в видео показать. У нее прям вообще вокруг, везде, со всех сторон была именно гниль на шее. Я это все вот так конкретно зачистила. И нормально. Давайте посмотрим. Буквально вчера у нее был полив. Корешочки у нее нормальные. Дала привикур. А вот в такие орхидеи, которые магазинные и цветущие, я привикур им даю. Нормально. Они что с привикуром, что без привикура все равно со временем отцветают. А с триходермой вирида, если взять биологический препарат, то я замечала даже у своих, у домашних, цветение вообще моментально уходит. Лишь только от обычного биологического препарата. Корневой гнили нет, и дай бог, что тоже вот эта гниль, которая присутствовала на шее, она остановилась. Вот такой орхидейный отряд теперь живет у меня. Каждая из этих орхидей обязательно прошла обработку именно обероном от вредителей. И, ребят, пока есть оберон в наличии по старой цене, советую приобретать. Я, как ранее сказала, я не знаю. Даже все поставщики, они прекратили продажи. Лишь только потому, что они, наверное, сами не знают, чего ожидать и какая ситуация будет в дальнейшем. И есть вообще опасения того, будем ли мы пользоваться теми препаратами, к которым мы привыкли в связи с такой вот нехорошей ситуацией. Не надо мне ни в коем случае писать какие-то политические споры, какие-то политические темы в комментариях под видео. Я буду это все удалять, потому что без того я понимаю, насколько тяжело всем. Все попали, всем очень тяжело, и, конечно, особенно тяжело именно то, что происходит на Украине. Я это вижу, вы это сами, вы это можете везде в интернете посмотреть, но ни в коем случае не нужно писать мне в комментариях, я никак ситуацию эту решить не смогу. Давайте порадуемся именно теми моментами, что у нас есть орхидея, что у нас есть та отдушина, которая дает нам тепло и заботу. И прошу заметить, что ни одна из этих орхидей не пересаженная вовсе. Даже вот эти вот какие-то больные, у которых шеи гнилые, нет.
И постоянные зрители, что мне тоже, с одной стороны, обидно, они меня вечно спрашивают, приходя и покупая орхидеи: Лена, нужно ли пересаживать? Ну, бог ты мой, я постоянно про это говорю. Вот даже вот эта орхидея, как я ранее сказала, как она пришла с активной корневой, так она с активной корневой остается. У меня в один момент вот прям руки подзачесались ее пересадить, а думаю, нет. Не прошел еще тот месяц, мне нужно еще буквально выждать 2 недели. И если я посмотрю, что ничего не меняется, корневая система не портится, она остается такой же активной, а если за этот месяц орхидейка, ну не дай бог, начнет гноить корневую, но рост корней затормозит и окажется так, что в посадке нет ни одного активного корня, я ее пересаживать не буду ровно до тех пор, пока я не увижу новые корни, именно рост. Пусть на это уйдет 2 месяца, 3 месяца, не знаю, полгода, но трогать я ее отсюда не буду. И ни в коем случае не думайте о том, что когда орхидеи приходят к вам и сидят в любом вообще покупном, даже в торфе, даже в коре, это какой-то там бомба-субстрат, который вдруг и начнет портить корневую систему. Нет, ребят, эта орхидея жила в этом грунте, ей ничего не мешало. Единственное, что может помешать, это вы со своими руками, которые постоянно чешутся и стараются как-то помочь, спасти от чего-то орхидею. У них и без того стресс. Это ладно. Вот вы представляете вообще, что такое орхидея, когда поступает к вам домой? Какой путь она проделывает? Задумайтесь об этом. Она изначально сидит в теплице в Голландии при шикарных, идеальных условиях, там, где идеальный температурный режим, там, где хорошая влажность, и вот это тут именно тепличные условия. Это ладно еще летом куда ни шло, а они же круглый год транспортируются. Представляете, зимой? Их загружают в эти, кто в коробке их, кто там в троллях везет, всяко разное. Их загружают, перевозят именно на фуру. Фура неделю-10 дней, а теперь с теми условиями, что у нас вообще происходит в мире, я не знаю, как долго они будут границу пересекать, будут ли вообще они пересекать. Ну ладно, 10 дней, даже если они едут в машине. Даже если условия, которые машина дает, да, там температурный режим. Но даже я, когда получала орхидеи из Голландии самолетом, там буквально всего лишь неделя проходила, и они очень в плачевном состоянии. Они и начинают, приходят к себе и буквально дня за 2-3 начинают гноить шею, гноить корни и вообще, потому что стресс. Даже в машине, вот в этой, которой они едут, у них, знаете, 10-15 градусов, в теплице было 25. Не стресс ли с ней случится? Приезжают они, допустим, на какой-то оптовый склад, и там начинаются у них заливы. Их почему-то в магазинах начинают заливать. Они вообще изначально из теплицы едут в грунте в сухом. И попадая в магазин, их начинают прям чуть ли не со шланга, холодной водой, прям на листья везде им лить. У кого у орхидей высокий иммунитет, они с этим справятся, они будут расти дальше, но в основе вы можете заметить, что массовая гибель. Корни гниют, там шеи, и пошло-поехало. Ладно, они потом с этих оптовых складов переходят на какие-то магазины. Там тоже непонятно какие условия. И потом только лишь там через 5-10 колено они попадают к вам. Вы представляете, через что проходит одна орхидея? Какой стресс, неимоверный стресс она переживает. И вы тут еще со своей посадкой. И она реально, потом они уходят в реанимацию. Не трогайте никогда орхидеи. Что от вас требуется, как я ухаживаю за ними, и почему у меня на данный момент нет никаких потерь. Фу, конечно, не хочу хвастать, но тем не менее. Я их принесла, я их обработала бироном от вредителей. Я обязательно в каждый полив даю именно привикур, 3 полива. Далее даю антистрессовые препараты. Это обязательно необходимо делать. И идеальные условия освещения, идеальный температурный режим. Все. Больше я не лезу. Единственное, вот к этим орхидейкам пришлось сюда вмешаться. Но опять же, не выдергивая отсюда, здесь зачистить шею. Все. Как вы видите, она стоит нормальная, зеленая, ничего у нее не портится, не гноится дальше. Поэтому хочу вам обязательно сказать, ребят, имейте терпение. Имейте терпение, и тогда вы сами увидите тот результат,
ну, который вы можете видеть на других каналах именно у архиводов, у которых большой опыт. Вот. Спасибо всем большое за просмотр. Думаю, что данное видео вам было понятно, полезно и интересно. Всем всего самого доброго. Всем пока.